Пока записывала первый дубль, мне стало жарко, поэтому постараюсь уложиться в несколько минут. Привет, друзья! Меня зовут Даша, вы на канале Russian with Dasha. И если вы смотрите это видео, скорее всего, вы уже говорите по-русски, любите аутентичный контент, слушаете музыку на русском языке и смотрите советские и российские фильмы. Но, конечно, чтобы владеть иностранным языком, недостаточно смотреть, слушать и читать. Необходима разговорная практика. Если вы хотите стать увереннее, расширить словарный запас и познакомиться с энтузиастами со всего мира, то приглашаю вас в свой разговорный клуб. Это первый разговорный клуб в формате дебатов для среднего и продвинутого уровня. Я создала его в 2021 году и каждый год набираю несколько групп. В апреле стартует 5-й или 6-й поток разговорного клуба. Если честно, я не считала. Каждую неделю мы с участниками собираемся на 80 минут, чтобы обсудить актуальные вопросы. Мы придумываем аргументы и контраргументы, учимся отстаивать свою позицию, слышать и понимать друг друга. Я знаю, что многих из вас пугает слово «дебаты». Оно звучит слишком серьезно. Поэтому я хочу поделиться отзывами моих учеников, участников предыдущих потоков. Но сначала давайте приведу примеры тем или тезисов, которые мы обсуждаем на уроках. В феврале у нас было 4 урока дебатов, и вот какие темы мы обсуждали. Тезисы звучали так. Чтобы учиться, нам не нужны домашние задания. Группа «Против» предлагала свои аргументы, почему домашние задания нам все-таки необходимы. Следующий тезис: следует запретить въезд автомобилей в центр города. И здесь были очень хорошие аргументы, отличные примеры, которые базировались на статьях и видео, которыми я поделилась с учениками. Я всегда отправляю домашнее задание до урока для того, чтобы участники ознакомились с новой лексикой и подумали, какие аргументы, какие примеры они могут предложить на занятии. Следующий тезис: всем людям нужно стать вегетарианцами. Здесь интересная формулировка, потому что важно не то, зачем становиться вегетарианцами, а то, почему всем людям всего мира нужно это сделать. И четвертая тема, самая легкая, самая веселая, это про фейерверки. Мы говорили о том, почему фейерверки нужно запретить, почему их нельзя запрещать. И были очень хорошие аргументы. Давайте я поделюсь с вами несколькими отзывами, чтобы убедить вас в том, что дебаты — это не страшно. Фабиан из Германии написал: уровень русского у меня, наверное, где-то B1. Когда я услышал об этом курсе, то подумал, мне интересно, но может быть слишком сложно? Оказалось, что это совсем не так. Наоборот, не бойтесь слова «дебаты». Можно подготовиться к темам. Даша поддерживает участников и модерирует дискуссию. Мне очень полезно было работать в группе. Рекомендую, стоит сделать новый шаг. Спасибо, Фабиан, за этот отзыв. Дэвид из США, который также занимался в группе с Фабианом, написал: большое спасибо, Даша, мне очень понравились дебаты, и я очень их рекомендую. Ничего страшного, не надо бояться. Было спокойно, неформально, интересно и весело. Я чувствовал себя комфортно все время. Я многому научился, и, по-моему, это было хорошей практикой говорения, чтения и грамматики. Я с нетерпением жду следующих дебатов. Спасибо, Дэвид, за отзыв. Эммануэль из Франции написала, что просто хотела учить русский язык. Мне интереснее учить в группе, чем одной или только вдвоем с преподавателем. А дебаты даже гораздо лучше, чем простые уроки в группе.
Мы должны много думать и обсуждать темы, о которых я раньше думала, что не смогу разговаривать из-за моего уровня, но у меня все получилось. Дэвид из Англии написал, что дебаты были структурированы с понятными мини-задачами, которые помогли ему и участникам его группы разработать полные аргументы. Он написал: «Не стесняйтесь пробовать». Со всеми отзывами вы можете ознакомиться на моем сайте. Я хочу вас пригласить. В каждой группе всего 6 мест, поэтому, пожалуйста, напишите мне, оставьте заявку на моем сайте. Ссылка будет в описании, если вы хотите стать участником. Выберите дни, в которые вы хотите участвовать, и я пришлю вам всю информацию. Конечно, я рекомендую принимать участие во всех 4 уроках, потому что на первом занятии мы учимся придумывать аргументы. Мы знакомимся со структурой, я помогаю ребятам понять, как лучше выразить свою позицию, какие фразы использовать. И в конце урока мы вместе выбираем, чьи аргументы были сильнее. А начиная со второго урока мы занимаемся по домашнему заданию. Я заранее озвучиваю участникам тезис следующего урока и присылаю домашнее задание с полезной лексикой, статьями и видео, которые помогут сформулировать аргументы. В общем, приходите в мой разговорный клуб. Я буду очень рада с вами пообщаться. Увидимся. Пока-пока.